Вчера я ходил в магазин, я пришел в магазин, но через 10 минут я ушел из магазина. Потому что когда я вошел внутрь, ко мне подошел один человек. Он говорил про политику, и я быстро отошел от него, вышел из магазина и больше не заходил туда. Здравствуйте, друзья! Привет всем! С вами Макс. И сегодня мы с вами начнем новый курс. Видеокурс по глаголам движения с приставками. Окей? Итак, этот курс будет на русском языке, но вы можете включить английские субтитры. Хорошо? Итак, поехали! Что мы будем изучать в этом курсе? Что мы будем изучать? Мы выучим с вами 14 глаголов движения, которые постоянно мы используем в речи каждый день. Да, 14. Это на самом деле все или почти все глаголы движения. Мы также вкратце поговорим про однонаправленные глаголы и про разнонаправленные глаголы. Мы повторим их. И третье, мы поймем смысл основных приставок. Да, смысл основных приставок к глаголам движения. И, конечно, номер 4, мы будем практиковать их. Сегодня мы будем практиковать чуть меньше. Сегодня будет больше теории. Но в следующем видео будет больше практики. Окей? Итак, что мы будем изучать сегодня? Да, что сегодня мы будем изучать? Ну, как я уже сказал, мы повторим однонаправленные и разнонаправленные глаголы движения. Мы также повторим совершенный и несовершенный вид глагола. Что это такое? Да, мы вкратце об этом поговорим. И мы возьмем два первых глагола и посмотрим, как они работают с разными приставками. Окей, с разными приставками. Итак, давайте начнем. И вот это наш список глаголов. Это весь список глаголов, которые мы будем проходить. Вот они, все 14 глаголов. И как делятся глаголы? Да? Есть два, их можно классифицировать на два вида. Да? Первые — это разнонаправленные глаголы. И второе — это однонаправленные глаголы. Multidirectional, unidirectional. И в чем разница, да? Что это вообще за глаголы? Давайте вспомним. Итак, разнонаправленные глаголы. Вот здесь есть три пункта, да, которые нам объяснят, как работают эти глаголы. И первое — это движение в нескольких направлениях. Да, вот номер 1 — движение в нескольких направлениях. То есть, если мы, например, мы совершаем действие, мы идем, но мы идем не в одном направлении, а в нескольких. То есть сначала мы идем сюда, потом мы идем сюда, потом сюда, потом сюда. То есть мы движемся каким-то вот таким вот образом. Это первый момент. Второй момент — это движение с возвратом. Да? То есть, например, каждый день я хожу, это мой дом, да, это мой дом, и я хожу из дома, я хожу на работу, да, это моя, давайте так скажем, работа, и потом я возвращаюсь снова домой.
То есть я хожу туда и я хожу обратно, как хоббит, туда и обратно. И третий момент это способность совершать какое-то действие или способность выполнять какое-то действие. То есть я могу что-то сделать, да? Я могу ходить, я умею ходить, да? Я умею бегать, это моя способность, окей? И что по поводу однонаправленных глаголов, да? Ну, здесь все просто, здесь есть только один пункт, да, то есть это движение в одном направлении. Отлично, давайте посмотрим на примеры. Да, давайте посмотрим на примеры. Итак, движение в нескольких направлениях. Например, ходить по квартире, да, ходить по квартире. Если вот это моя квартира, то ходить по квартире означает ходить, ну, в разные стороны. Сюда, 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 да, может быть зайти сюда, может быть сюда. То есть ходить в разных направлениях. Ходить по квартире. Второй момент это ходить в театр каждый день. Да? Смотрите, то есть мы каждый день, мы ходим из нашего дома, мы ходим в театр. Вот здесь у нас театр, да, это театр, а это наш дом. Вот. И мы идем сюда и потом возвращаемся. Ходить в театр, то есть идти в театр и потом обратно домой. Третье это способность, например, я умею ходить, да, я умею ходить или я могу ходить или у меня есть способность ходить, да, это тоже разнонаправленные глаголы, потому что я умею ходить не только в одну сторону, я умею ходить туда, я умею ходить сюда, я могу ходить в разные стороны, правда? Итак, по поводу однонаправленных глаголов, я иду в магазин. Итак, я иду в магазин означает, что я сейчас иду в магазин. Я иду в магазин. Вот мое направление. Магазин. Там, я здесь. Я иду. Вот это одно направление. Отлично. Поехали дальше. Вот это весь список глаголов наших. И сегодня мы возьмем два глагола. Мы возьмем первые два глагола. Это идти, ходить. Да? Ходить это разнонаправленный глагол. И идти это unidirectional, это однонаправленный глагол. Итак, поехали дальше. В каждом следующем видео мы будем брать еще по, наверное, 4 глагола. Сегодня только 2. Сегодня мы возьмем 2 глагола. В следующем видео 4, потом еще 4, еще 4. Поэтому всего в этом курсе будет, ну, 4 или 6 видео. Окей? В этом курсе всего будет 4 или 6 видео. Итак, поехали дальше. Давайте посмотрим на глагол «ходить», «идти», да, который означает to walk, to go on foot. И «ходить» и «идти» — это примеры однонаправленного и разнонаправленного вида глагола. Итак, разнонаправленный — ходить. Я хожу в магазин каждый день. Да? Мы об этом уже говорили. Вот я хожу в магазин каждый день. И посмотрите, какой номер, да, нам подойдет здесь. Что мы используем в этом примере? 1, 2 или 3? Вот вы можете мне сейчас сказать, подумать и сказать, какой из этих
опций, какая из этих опций используется здесь? Я хожу в магазин каждый день. Ну, конечно, номер два, да, номер два, вот это. То есть я хожу в магазин, и я возвращаюсь домой. Я хожу в магазин, и я потом обратно возвращаюсь домой. Второй пример — это Маша ходит по магазину 2 часа. Да? Итак, подумайте, какой здесь, что здесь мы используем, да? Мы входим в разные стороны, туда и обратно, или это способность? Да? Какой номер, скажите мне? Конечно, здесь номер 1. Здесь номер 1, потому что Маша, она ходит, да? Представьте, девушка в магазине, девушка в супермаркете. О, нам нужно купить то, пойдем туда. О, нет, нам теперь нужно купить, не знаю, что-нибудь для кухни, пойдем туда. Теперь туда. О, косметика, теперь туда. То есть Маша двигается в разных направлениях, да? Поэтому номер 1 здесь у нас. Отлично. Дальше. Она ходит на работу через лес. Да, она ходит на работу. Какой здесь, какой номер мы можем поставить здесь? Да? Какая опция? 1, 2 или 3? Скажите мне. Конечно, да, тоже номер 2. Тоже номер 2. Потому что она ходит на работу и ходит обратно. Да? Она идет туда, потом идет обратно. То есть это, опять же, 2 направления. Хорошо, отлично. Через лес здесь просто дает нам дополнительную информацию, да? Что это не так важно нам. Это не так важно. И номер 4 — это ребенок умеет ходить. Итак, какой вариант нам подходит здесь? 1, 2 или 3? Да, номер 3. Правильно, вариант 3. То есть у ребенка есть способность ходить. Он умеет ходить. Да? Ходить в разные стороны, конечно. Так, и давайте посмотрим на форму идти. Да, идти. Это однонаправленный вид глагола. И пример: я иду в туалет. Я иду в туалет. Вот я, да, это я. А вот здесь у нас находится туалет. И я сейчас... Прямо сейчас я иду в туалет. Да? Одно направление. То есть я не каждый день хожу в туалет. Да? Я иду сейчас. Сейчас я иду в этом направлении. Хорошо, договорились. Вот здесь вы можете увидеть таблицу, да, таблица, и можете посмотреть, как меняется глагол «ходить» и глагол «идти». Например, «ходить», да, «я хожу», «ты ходишь», «она», «он», «оно ходит», да, и так далее. Итак, давайте теперь немножко практики, да, закрепим эту тему. Итак, первый пример. Он каждый день. Так, посмотрите, бегать или бежать. Да? Какой из этих глаголов? Давайте подумаем. Одно направление или несколько направлений? Да? Посмотрите в эту таблицу. Вот в эту таблицу посмотрите. Какое слово мы сюда поставим? Что здесь? Итак, здесь у нас бегает, да, бегает. Он бегает каждый день. И здесь каждый день нам точно говорит, что это
разнонаправленный глагол, да, потому что он бегает каждый день, он делает это каждый день. Это не сейчас, не сейчас он бежит, да. Например, я бегу сейчас, однонаправленное, но здесь он бегает каждый день, да, он бегает каждый день. Хорошо, второй вариант, второй пример. Она умеет быстро. Что здесь? Что здесь? Бегать или бежать? Да, посмотрите таблицу и выберите. Она, да, она, значит, бегает или бежит? Она умеет бегать быстро, да? Это ее способность. Она может это сделать. Поэтому здесь нам подходит номер 3, да, номер 3, вот здесь. Я могу, она умеет бегать быстро, да, быстро бегать она умеет. Хорошо, следующий момент. Я люблю по стадиону. Так, что у нас здесь? Что мы поставим сюда? Я люблю бегать по стадиону. Бегать, да. И вы можете спросить: Макс, но здесь написано я бегаю, я бегу. Я бегаю, я бегу. Да, да, но у нас здесь есть еще один глагол люблю. Я люблю. Я люблю бегать, да, мы используем начальную форму глагола. Я люблю бегать, я хочу бегать, мне нужно бегать. Но если мы говорим я бегу, то мы должны использовать вот эти варианты, да. Я бегу, я бегаю, но я люблю бегать, я люблю да, ходить. Отлично. И последний вариант. Куда ты сейчас? Куда? Да, куда? Что у нас здесь? Да, здесь ты. Значит, мы смотрим сюда. Куда ты бежишь сейчас? Куда ты бежишь сейчас? То есть сейчас я бегу куда-то, я бегу, и куда ты бежишь прямо сейчас? В каком направлении ты бежишь? Ты бежишь туда или ты бежишь сюда? Ты не бегаешь. Ты бежишь в какое-то одно место, в одном направлении. Куда? Отлично, друзья. Так, теперь, да, давайте посмотрим на глаголы совершенного и несовершенного вида. Да, perfective, imperfective. Итак, у нас есть здесь такая вещь, да, смотрите. Если мы берем однонаправленный глагол, разнонаправленный глагол и добавляем к нему приставку, то получается imperfective. Это несовершенный вид, да, несовершенный вид, NSV. Если мы берем однонаправленный глагол и добавляем к нему приставку, то мы получаем совершенный вид глагола, то есть perfective. И да, это работает не всегда. Это работает в 90, может быть, процентов случаев, да, то есть только 90%. Иногда это по-другому, но сейчас нам это не важно. Сейчас нам это не важно. Итак, давайте посмотрим. Ходить, идти, да. Если мы прибавим
да, если мы прибавим приставку «при», то мы получим глаголы уже с другим смыслом. Да, ходить значит просто ходить, а приходить означает приходить куда-то, в какое-то место. Да? Отлично. И давайте посмотрим глагол бегать. Да, вот бегать. Бегать плюс при равно прибегать. Да, заметьте, здесь у нас меняется ударение. Бегать, прибегать, да, ходить, приходить. Ударение не меняется. Идти, прийти. Ударение тоже не меняется. Бежать, прибежать тоже не меняется. Но здесь оно меняется. Вот здесь. Почему? Не важно. Не важно. Просто запомните, иногда такое случается в русском языке. Да, окей. Теперь, давайте посмотрим на эту таблицу и немножко вспомним разницу в использовании этих двух видов глагола. Хорошо? Итак, первое. Это глагол несовершенного вида, да, imperfective. Итак, первое. Он описывает те действия, которые происходят сейчас, в момент речи. Да, сейчас в момент речи. Например, я сейчас убегаю от полиции. Да? То есть сейчас я убегаю. Эй, Макс, куда ты бежишь? Я убегаю от полиции. Вот, это происходит сейчас. Да, сейчас. Мы используем несовершенный вид глагола. Второе. Действие без указания начала или конца. Да, если мы не знаем начало действия и конец действия. Например, я ухожу из дома. Да? Все, я ухожу из дома. Вот. Здесь нет начала, нет конца, это просто действие, да, просто действие без указания на начало. Поэтому мы используем здесь несовершенную форму, несовершенный вид глагола. Номер 3 – это действия, которые еще не закончились. Да? То есть я что-то делаю, но я еще не закончил. Например, я иду в магазин, но я еще не пришел в магазин. Я не пришел. Да? И также действия, которые повторяются. Да? Каждый день действия повторяются. Например, я прихожу в университет каждый день. Да, это каждый день регулярно я хожу в университет. Да, я прихожу, да, приставка «при». Я прихожу в университет. Отлично. Что по поводу совершенной формы глагола? Perfective. Этот вид глагола, да, он используется, когда мы говорим о действиях, которые случились или произошли один раз. Да. В прошлом один раз я сделал что-то. Или я, например, вчера я пришел в университет. Да. Я прихожу каждый день. Да, вот здесь этот пример. Но вчера один раз я пришел, то есть я выполнил это действие, я завершил это действие. Да? Отлично. Второе, это действия, которые уже завершены. Да? Вот мы об этом уже говорили. Я убежал от полиции. Да, я бежал, и я
убежал от них, да, убежал. Мы поговорим об этой приставке «у» попозже, хорошо? Итак, и третий момент — это то, что глаголы совершенного вида никогда не используются в настоящем времени без другого глагола. Да, без другого глагола. Например, я убежать от полиции. Нет, я убежать нет. Это действие еще не совершилось. Я еще не убежал. Да? Поэтому мы говорим, я хочу убежать от полиции. Да? То есть глагол и потом глагол действия, да, глагол и глагол действия. То есть я хочу убежать. Вот. Оно работает так. А сейчас давайте возьмем приставки. Да, давайте посмотрим, как работают глаголы движения с приставками. Окей? Итак, мы возьмм 7 приставок, да, 7 популярных приставок. Итак, вы их видите здесь. При, у, под, от, в, за. Угу. И давайте посмотрим, что они означают. Да? Здесь у нас глагол ходить, здесь у нас глагол идти. Да? Здесь у нас несовершенный вид, здесь у нас совершенный вид. Итак, приходить, да, приходить или прийти. Это означает, что ты приходишь в какое-то место. Ты идешь, 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 идешь. И вот, например, это магазин, да, ты идешь, идешь, идешь. Ты пришел. Да, ты пришел сюда. Хорошо. Следующий момент — это уходить и уйти. Да? И означает обратный процесс. Ты один раз ты пришел сюда, и сейчас ты хочешь уйти из этого места. Да? Сейчас ты уходишь. Да, вот этот человек, он уходит из этого места. Хорошо? Следующий момент — это подходить. Подходить. И подходить означает, что мы не приходим куда-то, но мы подходим. То есть мы передвигаемся ближе к нашей финальной позиции, да, то есть, например, магазин, да, вот магазин, я не иду в магазин, я подхожу к магазину, я подошел к магазину, да, вот, я подошел. И обратное действие, да, это я могу отойти от магазина или отходить от магазина, да. Например, я сейчас отхожу от магазина, да, я отхожу. Я был у магазина, здесь рядом с магазином, и я двигаюсь от магазина. Я отхожу, да, двигаюсь от магазина. К магазину, от магазина. Отлично. Следующее — это входить. Входить. И вы можете спросить: Макс, тут две одинаковые картинки, да, вот эта картинка и эта, они одинаковые. В чем разница приходить и входить, да, входить и приходить? А разница вот в чем. Итак, приходить означает просто приходить куда-то, как факт, да, как более такая абстрактная мысль, абстрактная идея, да, я пришел сюда. Но если я вошел
куда-то, да, я вошел, например, в дом. Это значит, я вошел внутрь чего-то, да, внутрь чего-то. И здесь вошел, да, входить, войти. Нам важна эта деталь, да, эта деталь. То есть я пришел, вот эта комната, да, я пришел в комнату. Но я вошел в комнату, это дает нам больше информации, как я попал в эту комнату, как я оказался в этой комнате. Я вошел через дверь, да, я вхожу. Отлично, надеюсь, это понятно. И то же самое с глаголом выходить, да, выходить. Или уходить. Да? Уходить означает, что я хочу куда-то, я иду куда-то от этого места. Да? Я ухожу. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Но если я выхожу, это значит, что я открываю дверь и я выхожу из этого помещения, из этой комнаты, да, я выхожу. Это более конкретно, здесь больше деталей, больше информации о процессе, как я ушел. Я вышел, да, я вышел из комнаты или я вышел из квартиры. Окей, и последняя приставка это заходить, заходить, да. И заходить означает войти и выйти, да, одновременно войти и выйти. То есть, смотрите, я хочу зайти в магазин, да, это наш магазин. Я хочу зайти в магазин. Значит, я хочу войти в магазин и что-то там сделать и потом выйти. Поэтому я говорю, я хочу зайти в магазин, да. Я захожу в магазин и я выхожу из магазина, да. Хорошо, я надеюсь, это понятно. Давайте теперь посмотрим на глагол бегать, на глаголы бегать и бежать. Да? Абсолютно то же самое, все то же самое. Да? Давайте посмотрим быстро. Прибегать, значит, я прибежал. Да? Убегать, значит, я убежал. Я был здесь, я убежал. Подбегать означает я подбежал и остановился здесь. Отбежал значит я был здесь и я отбежал. Да? Дальше вбегать. Да? Вот я вбежал в магазин, я вбежал туда. И выбегать я выбежал из магазина. Да, я выбежал из магазина. И забегать, да, то есть я бежал, вбежал и выбежал. Да, я провел в магазине какое-то время. То же самое, все то же самое. Хорошо, давайте посмотрим на формы этих глаголов. Да? Смотрите, такая таблица. Не люблю таблицы, но это немножко нам поможет сейчас. Хорошо? Итак, приходить и прибегать, да, прийти, прибежать. Здесь все формы этого глагола, да, приходить, прийти, прибегать, прибежать. Теперь давайте добавим туда местоимение, да, она, он, оно. Потому что я, она, он, они, каждый раз глагол будет меняться. Но приставка и корень всегда будут одинаковые. Меняется только окончание. Поэтому, друзья, всегда смотрите на приставку и на корень. Это даст вам понимание того, о чем здесь речь. Хорошо? Итак, он, она, оно. Смотрите, приходить. Он приходит. Она приходит.
оно приходит и так далее. Да? Допустим, подбегать. Да? Она подбегает, оно подбегает и так далее. Зачем, Макс, нужна эта таблица? Для практики, друзья. Сейчас мы начинаем практику. Я разместил здесь таблицу, да, она вам поможет подобрать нужный глагол. Хорошо, смотрите в эту таблицу, и она вам поможет. И мы начинаем с первой ситуации. Первая ситуация. Да? Итак, он к дому каждый день. Он к дому каждый день. Так, смотрите, вот что он делает. Да? Это вот человек. Это один человек. Что он делает? Что он делает? Так, он, значит, это, либо это, да. Но здесь нет глагола, например, он хочет. Если бы здесь был глагол он хочет, тогда мы бы могли использовать perfective, да. Но здесь нет. И это настоящее время, да, это настоящее время. Мы говорим только о настоящем времени. Поэтому здесь нет хочет, так что какой глагол из этих? Он подходит к дому каждый день, да? То есть он каждый день подходит к дому. Сегодня он подходит, он завтра будет подходить, он послезавтра будет подходить, и каждый день он подходит к дому, смотрит и уходит, наверное. Окей, он подходит к дому каждый день. Дальше. Он домой каждый день. Так, что он делает? Посмотрите, что этот человек, что он делает каждый день. Он приходит домой каждый день, да? То есть каждый день он приходит домой. Приходит, да? Он, например, он работает, и каждый день он приходит. Сегодня я пришел домой, например, в 6 часов. Завтра я приду в 7 часов. Да? То есть каждый день я прихожу домой. И он приходит, да, это несовершенный вид глагола, да, несовершенный вид. Следующий пример. Он из дома каждый день в 5 часов. Так, что это? Что он делает каждый день в 5 часов? Он выходит из дома каждый день в 5 часов, да. И на самом деле здесь мы можем сказать, он уходит из дома в 5 часов также. Уходит или выходит. Но если мы говорим «выходит», это дает нам больше информации немножко, да, что он именно выходит из дома, да, он не вылезает из окна, он не прыгает с крыши, да, он именно выходит своими ногами, он выходит из дома. Но уходит тоже мы можем сказать. Немножко есть здесь небольшая разница. Окей, следующий пример. Она от дома сейчас. Так, сейчас, в эту минуту. Давайте посмотрим, вот эта картинка. Это она, да, давайте нарисуем здесь красивую русскую девушку с яркими красными губами
и большими глазами. Окей, вот какая красивая. Итак, она отходит от дома сейчас, да, она отходит. Она была у дома, и она отходит. Угу. Да, конечно, здесь не he, здесь должно быть she. She is moving away from the house now. She, not he. Конечно же. Ладно, и, друзья, последний пример, последний, да, давайте, последний. Соберитесь, она хочет в дом, да. Что она, это тоже наша русская девушка, красивая русская девушка с красными волосами, да, в красных лабутенах. На лабутенах, ах, и в восхитительных штанах. Итак, что она делает? Она хочет забежать в дом, да, смотрите, она, здесь у нас есть хочет, да, она хочет. То есть она хочет сразу дает нам понимание, что она хочет сделать что-то, она хочет выполнить какое-то одно действие, да? Что-то она хочет реализовать. Поэтому здесь мы используем забежать, то есть perfective, то есть глагол совершенного вида, да, забежать. Вот, она хочет забежать. Ну, друзья, я вас поздравляю! Мы закончили первый урок нашего супер курса. Вот. В следующих уроках мы возьмем остальные глаголы, да, остальные глаголы ездить, плавать, таскать и так далее. Вот, и мы будем больше практиковать. Поэтому, если вы не запомнили все сейчас, это нормально. В следующем уроке мы с вами это все дело будем практиковать. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И давайте изучать русский вместе. Окей? До новых встреч, друзья! Пока-пока.